Всем привет! Меня зовут Игорь Сегеда, я профессиональный экскурсовод и ведущий проекта 100 топовых мест на Ямале. Мест, о которых вы навряд ли знали, а если и знали, поверьте, не настолько хорошо. И сегодня со съемочной группой мы решили погреться, поэтому снимаем Тазовский мерзлотник. А что? На улице-то минус 30, а здесь в 2 раза теплее, всего лишь минус 15. С нами сегодня в Музее Вечной Мерзлоты экскурсовод Надежда Худи. Наш прекрасный музей Вечной Мерзлоты, да, это достопримечательность не только округа, но и всей страны, потому что таких музеев в России всего лишь 3. Мы во время экскурсии знакомимся с культурой коренных жителей. Посмотрим направо, то увидим оленью упряжку. Именно в Тазовском районе самое большое поголовье оленевого стада, более 254 тысяч голов. А если пойдем налево, то познакомимся с историей Тазовского рыбзавода. В 1930 году в поселке Тазовский был основан рыбзавод. Выловленную в больших количествах рыбу, а также мясо оленя нужно было где-то хранить. Для этого в центре поселка в 1935-36 годах был построен первый мерзлотник. В 1950 году был сооружен второй мерзлотник на берегу реки Таз на территории рыбзавода. Этот выпуск мы снимаем как раз про второй. Я уже много раз говорил странное слово мерзлотник, но так вам и не рассказал, что это такое. Собственно, мерзлотник – это гигантский морозильник. Строительством этого мерзлотника занимались ссыльные вручную с помощью кирки. Это был очень тяжелый труд. Строили мерзлотник долгих 9 лет. Его площадь в итоге получилась около 1500 метров квадратных. Многочисленные переходы мерзлотника напоминают ледовый лабиринт. Вернемся в современность. Только посмотрите на этот лед. Он здесь по-настоящему прозрачный. Мерзлотник построен в холме. Спуститься на глубину почти 4 метров можно по деревянной лестнице. В 2022 году в Тазовском мерзлотнике обустроили музей Вечной Мерзлоты. Проведена реставрация, установлены скульптуры изо льда, и теперь здесь настоящий музей под землей. Ледовые композиции, представленные в Музее Вечной Мерзлоты, рассказывают о местной флоре и фауне, о традиционных занятиях коренных северян и о местных легендах. Смотрите, это карта Ямала. И мы со съемочной группы Ямал Медиа объездили почти весь округ, от Ноябрьска до Лабытнанги. Единственное, что в этом году нам еще предстоит Ярсале и Красноселькуб. А сейчас мы с вами в Тазовском, в самом северном поселке из доступных на Ямале. Какой самый топовый экспонат находится в этом музее для вас? Скульптура Сихертя и Сертадибя, что в переводе Сертадибя означает «белый шаман». Это официально зарегистрированные бренды Тазовского района. Возле Сертадибя можно оставить монетку, загадать желание, оно обязательно сбудется. Сихертя – легендарный народ, живший на территории Ямала до прихода немцев, а шаманы испокон веков были воплощением таинственности. В настоящее время использована только 5-я часть пространства мерзлотника. Чтобы сохранить мерзлотник, ежегодно нужно проводить восстановительные работы, штукатурить стены при помощи снега и воды. Мерзлотник входит в топ необычных мест для свадебных церемоний. Только представьте, здесь в год расписывается минимум 10 пар. Является ли ваше решение стать супругами глубоко продуманным, осознанным и взаимным? Ваш ответ – жених? Да. Ваш ответ – место? Да. 10 пар входят в новую семейную жизнь. Это же прекрасно! С открытия в музее с экскурсиями побывало уже более 4000 человек. Из советов туристам. Мерзлотником управляет районный краеведческий музей, поэтому нужна предварительная запись. И, конечно же, если вы уже приехали в Тазовский, мерзлотник обязательный к посещению. Ловите
координаты. Игорь, ты где? А, вот ты где. Ты что здесь делаешь? Ну как, что я здесь делаю? Я хочу муксуна взять. Так ты его не купишь, он же в красной книге. А здесь вот лежит, возьму его. Игорь, во-первых, это не настоящая рыба. Во-вторых, это не муксун. Поехали домой.